Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости города Харькова. Традиционно поговорим с цифрами о процессах, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости. Это будет у нас и первичный рынок, и вторичный рынок, и, конечно же, в разрезе классов рынка недвижимости мы поговорим. Итак, в начале видео я покажу, что произошло. Глубина исследования будет 1 месяц всего лишь. То есть это колебательные процессы рассмотрим. Будем сравнивать февраль месяц с январем месяцем 2026 года. А в конце видео я уже, естественно, буду вам показывать, что произошло. Это долгосрочные процессы, тенденции еще называется на протяжении, что произошло, 12 месяцев. Подведем итоги, сделаем выводы, ну и, конечно же, я сделаю краткосрочный прогноз о том, что будет происходить на рынке жилой недвижимости до конца первого квартала 2026 года. Друзья, смотрим подготовленный мною материал через призму времени и цифр. Попробуем вместе с вами разобраться с процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости города Харькова, благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Олимп Консалтинг. Итак, перед вами карта северо-восточной части Украины. 4 крупных города входят, это города, областные центры: Чернигов, Суммы, Черкассы, Харьков. Сегодня говорим о Харькове. Расскажу, как пользоваться данной информацией. Перед вами легенда карты. Видите, вот город Харьков и легенда карты это называется. И по основным характеристикам давайте пройдем. Население довоенное, друзья, 1 миллион 419 тысяч. А сколько сейчас населения живет? Я так думаю, что поубавилось и очень сильно. Я думаю, что в районе может быть 800 тысяч, а может даже и меньше. Напишите, кто из Харькова, визуально как: больше людей стало, чем до войны, или меньше. Количество предложений, которые зафиксированы на рынке жилой недвижимости, напомню вам, происходит это все не с помощью глаз калькулятора и рук, это происходит с помощью программного обеспечения, которое называется Olymp News. На данное программное обеспечение у меня есть патент. Не путайте со словом импотент, пожалуйста. И, конечно же, есть авторское право. То есть я работал с большими числами, и на примере количества предложений, которые были зафиксированы в городе Харькове всего лишь в феврале месяце, вы видите, это 37 180 объектов жилой недвижимости, друзья. Это первичный и вторичный рынок. То есть насколько репрезентативна выборка. То есть это огромное количество квартир попало в выборку. Показывает нам снижение активности по предложениям минус 0,9%. Но я предполагаю, что это у нас, если вы помните, декабрь, январь, середина февраля, отсутствие света и, естественно, все, что мы мониторим, это интернет-порталы, сайты, а если у человека нет в розетке электричества, то понятно, что он не может выставить на продажу свой объект недвижимости. Это мое предположение, но оно очень похоже на правду. Переходим к следующему показателю. Это стоимостной показатель, социальное жилье, друзья. Буду говорить только в процентном соотношении. Видим, что, друзья, безумие продолжается. Рынок недвижимости города Харькова продолжает расти. Февраль месяц, рост плюс 0,34%. Это социальное жилье. Напомню вам, город Одесса уже показывает динамику снижения. И город Киев также показывает динамику снижения. Город Днепр также показывает динамику снижения. А вот Харьков, несмотря на то, что он самый близко лежащий крупный населенный пункт областного значения к фронту, он продолжает безумствовать с точки зрения поведения рынка недвижимости. Но это, друзья, все равно закончится рано или поздно. Я в этом даже не сомневаюсь. Итак, зафиксировали динамику роста. Аренда, друзья, также выросла за квартал. Мы сравниваем третий квартал с четвертым кварталом. Это долгосрочная аренда. Значит, выросла на 1,35%. Следующий у нас будет вторичный рынок, квартиры эконом, комфорт, бизнес-класса. 3 класса попали в данную выборку. Здесь мы видим
динамику снижения, уже динамику снижения. Это, друзья, впервые за, ну, чтобы не соврать, наверное, за 14 месяцев мы увидели это также вторичный рынок. Если социальное жилье продолжает расти, то вот здесь комфорт бизнес-класс уже видим динамику снижения минус 0,28%. Первичный рынок показал нам также динамику снижения, это квартиры эконом-класса, на минус 0,36% за месяц. Первичный рынок комфорт бизнес-класс также продолжают нам показывать динамику снижения на 0,11%. И это, друзья, еще раз напомню, впервые за 14 месяцев мы видим вот такой, ну, вот эти процессы, да, уже, которые показывают о снижении стоимости квадратного метра. Незначительно, это колебательные процессы. Все может быть, завтра может и подорожать, но я предполагаю, что это начало нового тренда, который будет продолжаться весь 2026 год и будет стоимость снижаться. Первичный рынок квартиры элитного класса показали нам снижение минус 0,07% за месяц. Ну что, друзья, переходим к следующему слайду. Здесь более подробно, декомпозированно разберемся с тем, что происходило с социальным жильем. Перед вами карта города Харькова в разрезе административных районов. Видим, что наибольше всего подорожала недвижимость, ну вот прям бросается в глаза, да, в двух районах. Это Основнянский район на 0,37% и индустриальный район также 0,37%. Это больше всего подорожало. Меньше всего подорожало в Шевченковском районе на 0,29% за месяц. Следующий, друзья, слайд, он появился благодаря вам. Вы просили меня показать, что произошло с недвижимостью на протяжении всего периода войны. Это уже 4 года, друзья, напомню вам. И вот давайте посмотрим данный график. Начало войны. Я поквартально сделал исследование. Февраль 2022 год, это 24 число было, но здесь мы видим, что март 2022 года. И здесь мы видим, как медленно, уверенно снижается стоимость квадратного метра на протяжении 3 лет войны. И вот последний год, 2020, так сказать, 5, ну, предпоследний, да, сейчас 2026, мы вдруг увидели незначительную динамику роста. В течение 1 года где-то порядка 3%, наверное, в целом увидели рост. С чем это, друзья, связано? Вот кто, как оно, имеет соображения на эту тему, напишите мне, пожалуйста. Но я могу совершенно точно сказать, что, возможно, вот февраль 2026 года – это последний месяц, когда мы видим динамику снижения. Раз уже все остальные, так сказать, классы отреагировали динамикой снижения, а здесь продолжается динамика роста, мы смотрим сейчас социальное жилье. Это самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется в Украине. То я все-таки предполагаю, что с марта месяца мы увидим динамику снижения. А всего за весь период времени видим, что недвижимость подешевела на 13,78%. То есть рынок недвижимости ведет себя вполне адекватно тем условиям, в которых находится. То есть, когда я слышу истеричные вопли специалистов по анализу и по продажам, которые говорят, что все пропало, на 60% рынок обрушился, потом у них на 70% он поднялся, ну, в общем, полный бред. Друзья, я вам с цифрами показываю все данные процессы, можете перепроверить, первоисточник есть у вас. Итак, запомнили, что на 14% за 4 года войны снизилась стоимость квадратного метра. Мы говорили о социальном жилье. Следующий слайд здесь, друзья, у нас, что здесь мы видим административный район, квартиры эконом-класса, то есть это также вторичный рынок. Здесь видим динамика снижения минус 0,28% за месяц. Переходим к, здесь очень быстро у нас
что у нас здесь? Аренда. Аренда поквартальная, еще раз напомню, сравнивали третий квартал 2025 года с четвертым кварталом этого же года. И здесь динамика роста по аренде плюс 1,35% за квартал. Следующий слайд, друзья, это у нас квартиры. Так, это у нас квартиры. Что у нас квартиры? Эконом-класс, да? Это первичный рынок, наверное. Не вижу вверху данные. Ну, давайте сориентируемся по этому. Первичный рынок. Нет, это у нас, друзья, эконом-класс, это вторичный рынок, эконом-класс. Снижение на 0,28% за месяц. А вот сейчас увидим первичный рынок. Здесь мы также видим, друзья, квартиры эконом-класс, которые подешевели на 0,36%. Можете посмотреть, что произошло в абсолютных цифрах, стоимость квадратного метра в долларах, естественно, и снижение в процентном соотношении в разрезе административных районов. Ну и первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс показали снижение минус 0,11%. Также можете посмотреть, как сильно отличается стоимость квадратного метра в зависимости от локации, то есть от административного деления города Харькова. Видим стоимость квадратного метра в долларах и в данном случае снижение в процентном соотношении всего лишь за месяц. Ну и последний слайд, первичный рынок квартиры элитного класса продаются или точнее строятся, так как это новое жилье, еще не построенное, друзья. Это всего лишь инвестиции в будущие, так сказать, квадратные метры, которые, возможно, не будут построены. Но так или иначе, стоимость сильно отличается элитного класса. Строится только в Шевченковском районе центральная часть и в Киевском центральной части города. Отличается также по стоимости квадратного метра достаточно сильно. В данном случае мы видим снижение в течение месяца, незначительное, но это все-таки снижение. Следующий, друзья, слайд традиционно. Здесь мы поговорим о том, что произошло в течение одного года. Я, значит, период исследования показываю вам февраль 2025 год. Это график, рисунок, гистограмма. И в феврале 2026 года уже $583 за квадратный метр, что, собственно, показало нам, я вам говорил, 3,5%, а на самом деле, видите, за год недвижимость подорожала на 4,81%, ну почти на 5% подорожала. С какого перепугу, друзья, не знаю. Кто в курсе, напишите мне, пожалуйста, будет интересно почитать. Также мы, друзья, делаем на протяжении много лет индексы для крупных украинских банков, также иностранных банков, которые работают на территории Украины. Но это уже рекламная пауза, так сказать. Что такое индекс, друзья? Ну, давайте я вам покажу на примере социального жилья. Индекс положительный, единичка, запятая 0,48. Считается он достаточно просто, если у вас есть статистические данные. Показываю, как он считается. 588 делим на 561. Получаем рост в годовом измерении 4,81%, или же индекс положительный, единичка 0,48. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях, то есть это управление по рискам или риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени, друзья, а я один из немногих в Украине, который знает, как меняется стоимость недвижимости во времени. И на примере вам одного только класса жилья на вторичном рынке, он перед вами, показывал, как меняется стоимость недвижимости. В данном случае эта недвижимость растет. Для того, чтобы вы нашли меня, вы можете в описании канала посмотреть, есть Viber телефон мой, можем созвониться, списаться, составим техническое задание и раз в квартал будем для вас делать исследования по всем сегментам рынка недвижимости, под которые ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. То есть, еще раз напомню, наша синергия знаний, вы знаете, как меняется стоимость денег во времени, а я знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени, поможет и в вашем сложном бизнесе,
Ну и, конечно, поможет дальше мне развиваться, заниматься наукой, ну и также компании Olymp Consulting дальше работать на этом рынке консалтинговых услуг. Друзья, переходим к следующему слайду. Это уже завершающий слайд. Здесь мы разберемся, что произошло с предложениями, точнее повторимся, я перенес этот слайд, который только что рассматривал. Видим, что за год рост стоимости по предложениям на 4,81%, класс социальное жилье и этот же класс, друзья, в аренде. Что он нам показывает? Здесь, естественно, мы сравниваем декабрь 2025 года с декабрем 2024 года. Итак, мы видим вот внизу строка такая, да, что на 4,63% это все в долларах, друзья. Если вы заметили, вторичный рынок, он продается исключительно в долларах. Понятно, что в договоре купли-продажи пишут оценочную стоимость в гривнах, а люди передают друг другу, в общем-то, зеленые бумажки, да. И поэтому я, чтобы вас не путать, в долларах посчитал и аренду, хотя аренда в Украине это за гривну, но привязывают к доллару ее однозначно. Поэтому у вас есть возможность уникальная увидеть, как дорожает стоимость квадратного метра в долларах почти на 5% и как дорожает аренда за год на 4,63%. Друзья, это, я так думаю, что апогей вот тех процессов, которые связаны были непонятно с чем и вызвали такой бурный рост стоимости, да. Почему я говорю, что это апогей? Для сравнения, если предположим, ну, аренда это, в общем-то, деньги, которые вложены в приобретение недвижимости, которые генерируют какие-то денежные потоки. То есть вы получаете пассивный доход. Да? Вот в долларах купили квартиру, и потом в переводе на доллары получаете этот пассивный доход, и он составил 4,63%. Предположим, если у вас есть какая-то сумма денег в долларах, и вы положите эти деньги на расчетный счет свой, то есть депозит откроете в любом банке в Украине, вы для себя с удивлением увидите, что за год вы получите также пассивного дохода, там процентная ставка 1, где-то я видел 1,5, скорее всего будет это 1%. То есть это несоизмеримые, вы видите, там 1%, а здесь 4,63%. То есть я так думаю, что это пик, и дальше уже, ну это будет совсем неадекватно, это ни с чем нельзя обосновать. Я все-таки думаю, что как снижаться аренда будет весь 2026 год, так и начнет снижаться стоимость квадратного метра, в данном случае в городе Харькове. И это мы будем еще раз наблюдать весь 2026 год. Давайте закрою показ слайдов и уже подводя итоги, помним, что за год на 4,81% подорожала недвижимость. Я предполагаю, что все-таки вот этот месяц март, я записываю сегодня на 6 марта, он покажет по социальному жилью, по всем классам уже показывает снижение. По социальному мы в феврале увидели незначительную динамику роста 0,36%. Я все-таки предполагаю, что в марте это будет снижение где-то может 0,5%, может 1%. То есть незначительно, но и последний, так сказать, бастион, да, который показывает нам рост стоимости социальное это жилье, все-таки будет медленно и уверенно снижаться. То есть до конца первого квартала мы увидим незначительную динамику снижения, может в 0,5% или в 1%. На больше загадывать не хочу. Почему? Потому что в данном случае на прогнозы влияют внешние факторы и внутренние. Внутренние факторы – это все, что связано с экономикой, с развитием экономики. А здесь я очень хорошо, поверьте, ориентируюсь и могу предполагать, что произойдет. А вот внешние факторы, которые также влияют на экономику Украины, это война, и тут все, что угодно может произойти. Будет где-то прорыв фронта, все полетит в тартарары, я имею в виду, люди начнут уезжать с города, как это уже было, и мы наблюдали это, помните, 2022 год, мы вспомнили начало войны. Действительно, колонны уезжали машин, нельзя было проехать, ну, я по Киеву сужу, но по Харькову тоже самая история была, и в Днепре такая же история была.
Поэтому, друзья, пока говорим только о краткосрочных перспективах рынка. Ну, похоже, все, друзья. Пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости в Украине, вам необходимо что сделать, друзья? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео. Также можете задавать мне вопросы, с удовольствием отвечу. Адекватным, умным людям я люблю отвечать. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или как минимум картой путеводной в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.